Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 15 июня, мы с вами проводим промежуточный выпуск. Да, у нас не было выпуска в среду, 14 июня, поэтому свои вопросы можете оставлять под этим, в комментариях под этим роликом. И еще раз повторяю, в комментариях под этим роликом. Видите, к сожалению, не вышел у нас ролик в среду, не было абсолютно времени. Катастрофическая нехватка времени, честно сказать. Да, немножко отвлекаюсь. Так вот, в комментариях к этому ролику можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу, скорее всего, завтра вечером или уже послезавтра, в субботу, вернее, в течение дня. Как только будет время, обязательно приступлю к ответам на ваши вопросы. Оставляйте вопросы. Перед тем, как оставить вопрос, пишите слово «вопрос» в комментариях, либо ставьте знак вопроса. Соответственно, как только я буду видеть комментарии с вопросами, которые в рейтингах YouTube поднимутся на ведущие места. Еще раз, давайте я уточню, потому что многие не понимают, я смотрю в комментариях, как происходит отбор вопросов. Те вопросы, которые набирают наибольшее количество лайков, какие еще критерии в рейтингах YouTube, я, честно говоря, не понимаю. Я ставлю выбор комментариев сначала популярные, и среди популярных ищу те комментарии, в которых есть слово «вопрос». По порядку, буквально по порядку. Все претензии по поводу того, как составляются рейтинги в YouTube, я другой, по крайней мере, формулы не придумал пока что. И сидеть специально времени у меня, выискивать вопросы самому, составлять подобные рейтинги, у меня, честно говоря, нет возможностей. Вы сами видите, что времени катастрофически, еще раз повторяю, не хватает. Итак, приступим теперь к нашим темам. Первое. Петербургский международный экономический форум стартовал, как его называет президент России, ПМС. Шутка пошлая, я прекрасно понимаю, вы уж меня извините, но из песни слов не выкинешь, как назвал, так назвал. В этом году надо опять-таки обратить внимание на что? На то, что форум стал более представителен относительно прошлогоднего, что касается присутствия в том числе бизнесменов из многих стран. То есть дополнительно прибавили стран, дополнительно прибавился бизнес для участия в форуме. Но надо понимать, что ведущие страны, конечно, не прислали своих представителей. То, что было расширено за счет стран, которые нейтрально либо дружественно относятся к России, понятно, война длится уже второй год, приобретает, по крайней мере, для многих людей, для многих государств, которые находятся в стороне от конфликта, приобретает рутинный характер. Война войной, что называется, а торговля торговлей. Поэтому присутствуют и Объединенные Арабские Эмираты, присутствующие еще ряд довольно развитых стран, которые могут инвестировать и которые действительно рассматривают некоторые инвестпроекты. Насколько серьезны будут по итогам этого форума перспективы инвестиций, мы увидим опять-таки в ближайшее время, как я люблю говорить. Многие опять-таки обращают внимание на это мое выражение. Действительно, мы это увидим в ближайшее время и обязательно с вами обсудим. Надо опять-таки отметить, что касается Петербургского международного экономического форума. В этот раз из глав государств прибыл только глава Алжира. Он будет выступать вместе с президентом России Владимиром Путиным. То есть, соответственно, то, что касается представительства руководства других стран, то этот форум намного жиже, если так можно выразиться, прошлогоднего. Такаев не захотел прибыть, посмотрим, может кто-то в последний момент передумает, я имею в виду из глав постсоветских государств, и все-таки решит почтить своим присутствием столь, в кавычках, представительное событие. Президент Алжира, мы опять-таки понимаем, что очень представительная компания для президента России. Мы уже рассказывали у нас в телеграм-канале о том, что не захотел разговаривать Путин лично по телефону с президентом временного правительства, не правительства, временного
там как-то у них интересно звучит в Мали, временного присутствия, президент временного присутствия, я шучу, конечно, но как-то примерно так. То есть временный президент президент переходного периода, вот вспомнил, извините. Так вот, президент переходного периода, Путин воспринимает его как абсолютную пешку, как человека, который недостоин вообще разговаривать с таким великим и прекрасным государственным деятелем, как Путин, и предоставил возможность общаться с пешкой своему двойнику. То, что касается выступления президента на форуме, конечно, готовят двойника. Конечно же, готовят двойника. Двойник сейчас практически все время заменяет президента России на всех мероприятиях. Еще раз подчеркиваю, если раньше мы с вами прекрасно знаем, и мы об этом вам немногократно рассказывали, двойник заменял лишь изредка, потом все чаще и чаще, и вот сейчас, в последнее время, двойник практически все время заменяет президента. Президент себя очень плохо чувствует. У президенту сегодня сообщили о том, что у него метастазы в головном мозгу, и надо понимать, что состояние ухудшается, болезнь прогрессирует. Как ни крути, жизнь, сколько веревочки не виться, конец близок. Так, немножко отвлеклись от основных тем, но в то же время сообщил вам довольно важные новости. Теперь вернемся немножко к фронту. Немножко, опять-таки, совсем немножко, потому что события там сейчас находятся в таком позиционном тяни-толкае. На каких-то участках пытаются наступать российские войска, особо без результатов. Украинские войска также пытаются наступать на каких-то участках, но заметно сбавили темп. Я думаю, это видно нашим уважаемым зрителям и слушателям по новостям, которые вы смотрите и читаете, в том числе по телеграм-каналам, по многочисленным. Сбавили немножко темп. Виной всего, во-первых, я так понимаю, перегруппировка, а во-вторых, погода. Погода на многих участках фронта испортилась, судя по всему, по крайней мере, как докладывают президенту России Владимиру Путину. Давайте исходить из этих сведений. Погода испортилась, и, скорее всего, украинцы взяли такие небольшие тайм-ауты на некоторых участках. То, что касается Запорожской АЭС. На сегодняшний день ситуация не критическая. Все стабильно, и в ближайшие несколько месяцев вроде бы будет хватать и воды для охлаждения, и технологические процессы можно будет соблюдать без особого риска. Опять-таки, это ближайшие несколько месяцев. Как будет дальше, будем смотреть. На сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день, именно на сегодняшний день, я хочу опять-таки обратить ваше внимание, никаких распоряжений президента России Владимира Путина касательно провокаций именно на Запорожской АЭС не было. Все мысли и все направления касательно провокаций направлены на сегодняшний день на Курскую АЭС. Поэтому президент сосредоточился на провокации, на ядерной провокации на своей территории. Посмотрим, к чему это приведет. Я надеюсь, что удастся все заблокировать. По крайней мере, уже наша публикация сыграла свою роль. Мы обратили внимание, мирового сообщества, обратили внимание многих спецслужб западных стран и обратили прежде всего, благодаря вам в том числе, внимание россиян на эту проблему. Надеюсь, что нам удастся все заблокировать. Так, теперь по поводу еще немножко такие актуальные новости по поводу блокировки YouTube. YouTube пока блокировать не будут. Готов подтвердить слова известного нетрадиционного депутата Александра Хинштейна. Действительно не будут пока блокировать YouTube. Таких планов нет. Бороться собираются другими способами, менять что-то, то есть заменить YouTube в современном в его варианте. В России нет никаких возможностей. Так, давайте, наверное, заканчивать. 10 минут мы уже с вами в эфире.
Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Помогайте нам. Мы сейчас подошли к очень ответственному моменту. Очень ответственному. Если есть возможность помочь материально, мы будем рады вашим донатам. Огромное спасибо всем, кто помогает. Огромное, огромное, огромное спасибо. Подписывайтесь на наш Patreon. Напоминаю вам, многие пеняют, что я часто это вспоминаю, давно не вспоминал. Подписывайтесь на наш Patreon, помогайте нам спонсорством этого канала. И, конечно, криптовалютные кошельки в описании к этому ролику и у нас в описании к телеграм-каналу нашему. Подписывайтесь на все наши ресурсы. Задавайте вопросы в комментариях к этому ролику. Спасибо, всего доброго, до свидания.